Всем привет! В этом видео будем говорить с вами про Солнце в знаке зодиака Телец. И если вам сложно дается сопоставление и соединение функций планеты со знаком зодиака, то это видео однозначно для вас. А это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Телец — это второй знак зодиака. Телец представляет быка. Это символ силы, могущества, решимости. Телец, он основательный, вдумчивый и практичный. Он надежный и приземленный. Он уравновешен, предсказуем и меняется достаточно медленно. Телец — это также знак чувственности. Он восприимчив и чувствителен. Телец — знак Земли. А Солнце — это огонь, источник света, тепла и жизненной энергии. И Солнцу в Тельце, скажем так, не очень комфортно, потому что это две разные противоположные стихии. То есть Земля тушит огонь, Солнце выжигает Землю. Поэтому проявление Солнца в Тельце не будет столь ярким, броским, выдающимся, а будет немножко таким затушеванным, приглушенным. И Солнце в Тельце представляет собой стабильную и практичную натуру с глубоко укоренившейся потребностью в безопасности и комфорте. Люди с этим положением ценят стабильность, традиции, материальные блага, стремясь построить абсолютно прочный фундамент во всех сферах своей жизни. И человек получается такой заземленный, стойкий, он прочно стоит на своих двух ногах. Тельцом у нас управляет планета Венера, очаровательная планета красоты, любви, денег, комфорта, роскоши, романтики, удовольствия, богатства, да, которая помогает ценить лучшие вещи в жизни человеку. Эта признательность часто распространяется и на окружающую среду, да, побуждая людей Солнцем в Тельце создавать комфортный и эстетически приятный дом вокруг себя. А также у этих людей сильно развито чувство вкуса и осязания, что играет важную роль в их наслаждении радостями этой жизни. И, как правило, такие люди хорошо выглядят, красиво и привлекательно одеты, в качественную одежду они одеваются. То есть, как говорится, они одеты с иголочки. И такие люди, конечно же, гурманы в питании. Медленная и устойчивая энергия Тельца делает такого человека терпеливым и настойчивым, часто придерживающимся своих планов, пока цель не будет достигнута. И иногда это может восприниматься как упрямство, но именно эта непоколебимая решительность позволяет строить безопасную, комфортную жизнь, которую человек желает. В отношениях люди с Солнцем в Тельце известны своей преданностью и надежностью. Они, конечно же, стремятся к долгосрочным, стабильным отношениям, и, как правило, они очень преданы своему партнеру и в плане личной жизни, и в плане деловой коммуникации, или также они преданы тому делу, которым они занимаются. Они всегда окажут поддержку и подставят свое плечо, чтобы выручить своего друга. И они не любят перемен, потому что безопасность и стабильность превыше всего. Они держат свое слово и довольно прямолинейны на самом деле. Их лозунг «Человек красен делами, а не словами». Поэтому они не любят болтовню, всегда стремятся показать результат, а не пустые слова. И достаточно часто они открыто говорят вслух абсолютно все, что приходит им на ум. Они терпеливые, никогда не устают и не расстраиваются, потому что они знают, что хорошие вещи приходят только к тем, кто умеет ждать. У них непринужденный позитивный характер, благодаря которому другие люди также чувствуют себя непринужденно в их компании. Это люди также привычки. Например, они преданно придерживаются какого-то определенного распорядка дня на протяжении многих лет, да, определенного комфорта, принципов удовольствия, то есть независимо от времени, в котором они находятся, и независимо от их количества денежных средств на их расчетном счете. Также люди с Солнцем в Тельце могут похвастаться вниманием к красоте и склонностью к естественной эстетике и комфорту этого мира. То есть они предпочитают красивые и со вкусом оформленные вещи. Им важно также качество и эмоциональное удовлетворение от вещей, которыми они владеют. То есть им необходимо чувствовать себя комфортно как дома, так и в любом другом месте.
где бы они ни находились. То есть, например, в офисе, на рабочем месте, в ресторане. И всегда вот будет преследоваться вот этот упор, да, на потребность в комфорте. Эти люди также любят хорошо проводить время, наслаждаются моментом, как говорится, и они наслаждаются, опять же, своей любимой едой, неторопливо прогуливаются, например, по парку и так далее. И также они ценят хорошие, простые вещи, да, и могут в повседневной жизни от них получать удовольствие. Одной из наиболее примечательных черт для людей с Солнцем в Тельце является, конечно же, преданность и надежность. Эти люди, которые ценят доверие и честность, и как только они вступят в отношения или в какое-то дело, они вряд ли будут колебаться. То есть принял решение, вступил в отношения. И как бы эта лояльность, она распространяется и на их дружеские отношения, на романтические отношения, на рабочие отношения, то есть на все. Это надежные работники, да, которые стремятся у нас к стабильности, материальной или иной, то есть они выполняют задачи и проекты, от которых другие знаки давно бы отказались. Часто именно они остаются, когда все остальные уходят, обеспечивая поддержку и стабильность работе или проекту, которым они заняты. Они остаются верными своим близким друзьям, да, и родственникам, несмотря ни на что. Их практичность — это еще одна сильная сторона. Они основательны и реалистичны. У них есть талант именно к практичному решению проблем. И они часто находят решения в сложных ситуациях. Они хорошо решают повседневные проблемы и не теряются там в своих эмоциях, когда нужно сосредоточиться именно на сути вопроса. И они также известны своей практичностью, разумным подходом именно к финансовым вопросам. И они умеют обращаться с деньгами, что часто приводит их к финансовой стабильности и успеху. И обычно они имеют доход выше среднего, чем другие люди. Вполне возможно, что даже вот в детстве они могут приобретать эти финансовые навыки и иметь свой первый опыт в обращении с финансами или каким-то иным образом изучать тонкости, например, бизнеса и финансов. Хотя они инстинктивно знают, как зарабатывать деньги, и по сути они всегда вокруг видят возможности для зарабатывания и знают, как воплотить свои идеи в жизнь, и обычно добиваются больших успехов и становятся вот успешными, особенно в бизнес-среде. Они не боятся много работать, а вот этот практичный характер заставляет их принимать очень мудрые решения. И они достаточно выносливы, что позволяет им, конечно же, придерживаться выбранного курса, даже когда, казалось бы, дела идут тяжело. И вот они на самом деле не из тех, кто легко сдается. Их часто можно увидеть, как они вот стойко преодолевают трудности, да, которые другим могут показаться непосильными. И они способны достичь вот финансовой независимости за счет именно собственных заслуг, своих усилий. И многим представителям Солнца в Тельце действительно удается рано даже, я бы сказала, разбогатеть и приобрести какой-то авторитетный статус. Как правило, такие люди имеют естественную склонность, скажем так, вшитую в ДНК к достижению ощутимого результата, долгосрочного успеха и вот к накоплению вот этого материального богатства. И независимо от того, сколько времени это займет, они все равно добьются своих целей и достигнут поставленных результатов. Да? И это мы с вами обсудили плюсы такого положения. Но мы с вами помним, что у каждого положения могут быть также и минусы. Так вот, если Солнце в Тельце покажет себя в минус, то у человека будет очень ярко проявлено упрямство, которое может препятствовать вот этому личностному росту и ограничивать в способности и действиях идти вперед и достигать новых результатов. Очень ярко будет проявлено сопротивление переменам. И тут, по сути, как об стенку горохом. Говори, не говори, все равно будет сложно убедить человека изменить свою точку зрения на что-то иное или сделать что-то, да, что им не нравится, и как-то вот изменить вот эту сферу привычного. И это может стать реально проблемой для членов семьи, которые могут быть более дальновидными, и, соответственно, это может стать проблемой для самого человека, потому что в нашем быстром развивающемся мире адаптивность имеет все-таки ключевое значение, и если ты хочешь быть в тренде, ты должен соответствовать.
Также это может быть проявлено и в бытовых ситуациях. Например, когда работа или текущая профессия не приносит удовольствия человеку, но он не решается ее поменять. Или может быть проявлено сопротивление по внедрению каких-то новых технологий в свою жизнь, в свою работу, которые упростят ее и оптимизируют, и вот тогда эти люди будут работать по старинке, например, закапываясь в бумагах или действуя по своим протоптанным дорожкам. И как результат это сопротивление в том числе может повлиять на отношения с окружающими людьми, поскольку в такой ситуации может быть сложно найти компромисс или адаптироваться к меняющимся потребностям в обществе. Еще одна проблема у людей с Солнцем в Тельце — это их склонность к собственничеству. Это может варьироваться от сильной привязанности к материальным благам до нездоровой одержимости своими отношениями. Но это собственничество часто вытекает из их потребностей в безопасности и стабильности. И это может привести к конфликтам, неудовлетворенности, особенно когда человек чувствует, что его безопасность находится под угрозой, или что имущество, например, или отношения не уважаются, а используются не по назначению другими людьми. Мы с вами помним, что Солнце в астрологии также связано у нас с самооценкой, и человек склонен отождествлять себя со своим имуществом. И вот иногда ощущение, что он зарабатывает недостаточно денег, может отрицательно повлиять на его уверенность в себе. Но с другой стороны, большой банковский счет заставляет, конечно же, человека чувствовать себя сильным и гордиться собой. Но тогда он становится материалистом и заложником своего богатства. И порой вот эта любовь к роскоши, к наслаждениям тоже может выйти из-под контроля и перерастать, например, в какую-то жадность или обжорство. И тут вот важно понять, что хотя деньги, да, они, конечно же, необходимы, но материальный рост не является конечной целью нашего существования. Деньги приходят и уходят, и здесь главное все-таки удержать баланс и не скатиться в большой минус. Поэтому акцент необходимо сместить на ценность нематериалистичного характера в жизни, к примеру, в сторону отношений. И давайте сейчас мы с вами подробнее поговорим про девушек, да, у которых Солнце находится у нас в знаке зодиака Телец. Такие девушки, конечно же, излучают земную чувственность и обладают магнетическим притяжением. Они волевые, практичные и глубоко уверенные в себе, в своих ценностях и принципах. В отношениях они отдают приоритет именно стабильности, верности и эмоциональной связи. И такая девушка, конечно же, известна своей заботливой натурой. Ее часто сочетают опорой в отношениях, и она способна обеспечивать вот эту эмоциональную поддержку и стабильность другим людям. И эта забота не ограничивается только личной жизнью, а она также распространяется на профессиональную деятельность и профессиональные отношения в том числе. Таким девушкам на самом деле по душе работа, где она может заботиться, направлять и поддерживать других. У них хорошо развито чувство красоты и удовольствия. Они увлекаются, как правило, искусством, музыкой, любят проводить время на природе, да, и им достаточно даже каких-то базовых и бытовых удовольствий. Поверхностные знакомства и отношения ее, конечно же, не интересуют. То есть тут принцип сохраняется тот же, что девушка выстраивает только серьезные и долгосрочные отношения. Такая девушка у нас, конечно же, основательна, реалистична, прагматична и предпочитает применять практический подход к решению проблем, предпочитает какие-то практические решения непрактичным идеям, да, а не теряется вот в каких-то своих фантазиях или еще хуже эмоциях. И эта практичность, она также влияет на ее выбор карьеры, поскольку она часто предпочитает именно вот стабильную и надежную работу, да, чем какие-то там разовые проекты, рискованные проекты, какие-то аферы и так далее. Она решительна, и это на самом деле одна из таких замечательных черт этого человека. Такая девушка достаточно волевая, настойчивая, да, и если что-то она задумает, она будет неустанно и усердно работать, пока не достигнет поставленной цели. И эта решимость часто подпитывается ее именно ценностями и принципами, которых она твердо придерживается по жизни. А практичность или целеустремленность часто побуждают ее выбирать именно стабильную, надежную работу и усердно работать в достижении своих поставленных целей. Далее.
Далее мы обсудим Солнце в Тельце у мужчины. И такие мужчины, конечно же, это большие достигаторы, в отличие от девушек. Их по праву можно назвать добытчиками. Они неторопливы, надежны, практичны, решительны в достижении своих целей. Мужчина с Солнцем в Тельце уравновешен, и на него сложно повлиять какими-то приходящими новыми тенденциями или мимолетными эмоциями. То есть это человек, который ценит последовательность и рутинность, которая активно внедрена в его бытовую жизнь и в его профессиональную жизнь в том числе. Это трудоголики по природе своей, и можно сказать, что такой мужчина как маяк стабильности в нашем хаотичном мире. И благодаря вот этой стабильности он успешно может обеспечивать безопасность себе, своей семье, своим сотрудникам, да, в рамках трудовой деятельности. Также мы помним, что Тельцом управляет Венера, и она прививает такому мужчину эстетику, которая может проявляться на самом деле по-разному. И у кого-то, например, это будет проявляться в интересе к искусству, у кого-то в любви к хорошей еде, а у кого-то в любви к комфортной и роскошной обстановке и отдыху, да. Кто-то может быть помешан на покупке брендовых вещей и так далее. В отношениях такие мужчины на самом деле верны и преданы. И они ищут партнеров, которые разделяют их ценности, подход к жизни, стабильность, практичность. Это очень внимательные партнеры, но их упрямство иногда может стать причиной конфликта, потому что они считают, что только они правы и все. Их решения, скажем так, обжалованию не подлежат. И вот эта решимость в сочетании с их, скажем так, практичным характером часто приводит их на самом деле к успеху в выбранном ими направлении в карьере, да, особенно в областях, которые требуют терпения и настойчивости, практичности и твердой руки. То есть они с большим упорством идут к своей цели, и, как вот мы говорили, материальный достаток им тоже очень важен. И так уж принято у нас в обществе, что мужчины должны быть реализованными. Часто их успех меряют именно по их кошельку. И особенно это важно для мужчин с Солнцем в Тельце, потому что от этого будет зависеть их самооценка в том числе. Вот и проявляется, скажем так, постоянное упорство в достижении прочной базы под ногами. Им нужна стабильность, особенно финансовая безопасность, и хорошо они могут реализоваться в сферах, где требуется именно методичный подход. То есть, например, там, в управлении финансами или в управлении какими-то другими активами, там, в управлении сельским хозяйством или недвижимость, или там, в управлении какими-то другими ресурсами. И такие мужчины на самом деле более упрямы, чем девушки, поэтому им все-таки рекомендуется научиться быть более гибкими, тогда они смогут достичь гораздо лучших результатов. Поэтому в целом Солнце в Тельце усиливает способность мужчины создать вот именно прочный фундамент для себя и для своих близких, налаживая, скажем так, стабильную, комфортную жизнь. А их вот такой основательный характер, надежность, решительность говорит на самом деле, что такой мужчина все-таки хороший выбор для личной жизни, хотя и для работы в качестве партнерства. И такой мужчина не подведет, а наоборот возьмет ответственность и порешает даже самые сложные задачи. И сейчас у нас с вами выйдет небольшой рекламный блок, потому что мы с вами обсудили, что не всегда планеты в гороскопе могут давать хорошие результаты. А чтобы они стали приносить свои блага, надо с ними немножко подружиться, жить в унисон и совершать на ежедневной основе определенный ряд действий, который поможет прокачать эту энергию и впустить в свою жизнь самые лучшие изменения. Так вот, на интенсиве «Узнай секреты своего гороскопа» вы получите 13 PDF-файлов с трактовками по усилению самых важных сфер для жизни человека. Вы узнаете, какие действия помогут усилить финансовый потенциал, куда надо вкладывать, чтобы богатеть, какие действия совершать, чтобы добиться успеха и стать популярным, с помощью каких действий можно зажечь свой внутренний огонь, найти мотивацию к действиям, с помощью каких действий вы сможете очаровать абсолютно любого и как правильно надо расслабляться, чтобы находиться в гармонии с собой. Интенсив подходит даже для новичков, потому что вы научитесь строить свой гороскоп самостоятельно и сможете таким образом помочь не только себе, но и своим родным, близким, друзьям. Вся информация будет в описании под видео, а я жду вас на интенсиве.
А мы идем далее и давайте обсудим, как Солнце в Тельце влияет у нас на отношения, то есть когда затрагивает седьмой дом или управителя седьмого дома. И для таких людей очень важна поддержка в отношениях. И эту поддержку они в том числе проявляют в отношениях самостоятельно. Первостепенное значение имеют именно лояльность, стабильность и предсказуемость. То есть это не те люди, которые любят какие-то американские горки и какие-то непредсказуемые сюрпризы в отношениях. Спонтанность может доставлять им, скажем так, дискомфорт, поэтому они предпочитают быть в курсе разных планов и активностей и придерживаться этих согласованных планов. В обычных условиях такие люди чрезвычайно нежны и внимательны к своим близким, проявляют много тепла, ласки, заботы. Это, как правило, красивые, привлекательные для противоположного пола люди. И они очень щедры по отношению к людям, которых любят, и щедры как эмоционально, так и в материальном плане, финансово. Да, и как любовники они тоже себя хорошо проявляют. Им нравятся романтические отношения, но при этом за счет того, что они стараются вот создать долгосрочные отношения и являются приверженцами стабильности, они становятся очень преданными и бесперебойно берут на себя обязательства за партнера, если все-таки приняли решение, да, в построении вот этих отношений. И они не будут тогда колебаться. Хотя они также умеют быть нежными, и если в отношениях что-то идет не по плану, они начинают действительно сильно переживать. Тут нет места мимолетным романам и каким-то поверхностным связям. То есть такие люди ценят глубину, последовательность в построении отношений. Они приверженцы стабильной семейной жизни, да, и чтобы все было по традициям, официальный брак, дети и так далее. Потому что наличие семьи — это, по сути, тоже как один из показателей безопасности. Это тыл для человека. И важно, чтобы отношения были без сюрпризов и без американских горок. И в отношениях также важна материальная, финансовая безопасность. Периодически, конечно же, могут возникать вспышки гнева, но, как правило, они не длятся долго. И для таких людей тоже характерна ревность, а также стремление владеть партнером. Но это может быть проявлено вследствие того, что вот имеется потребность как бы в этой безопасности, поэтому кому-то со стороны может показаться, что человек проявляет собственничество или упрямство, но по своей сути это просто стремление создать прочную основу в отношениях. Что касается совместимости, то люди с Солнцем в Тельце, как правило, хорошо сочетаются со знаками, которые ценят стабильность и верность. То есть, например, с Раком, потому что идет такая схожая потребность в эмоциональной безопасности, да, что делает их потенциально хорошей парой. С Девой Козерогой, с Девой и Козерогом, потому что это единая стихия. А вот сложнее всего будет со Стрельцом или Водолеем, потому что они такие у нас свободолюбивые товарищи, и подстраиваться под стабильность и рутинный образ жизни Тельца они как бы не намерены. Но давайте мы с вами поговорим про деток. Да? Если у ваших деток Солнце находится в Тельце, то такие детки, как правило, развиваются быстрее, чем другие. Они начинают раньше ходить, вырастают здоровыми, сильными, со спортивными наклонностями. Они эмоционально устойчивы, и депрессия им как бы не знакома. Такие дети на самом деле не требуют дополнительного внимания. И независимо от того, упрямы ли они или застенчивые и робки, они спокойны по натуре, не раздражаются, и у родителей не будет с ними особых проблем, особенно в период полового созревания. Эти детки обычно очень хорошо ведут себя на публике. Они не любят быть в центре внимания и частенько, тихонько играют, скажем так, в другой комнате или где-то в уголочке. И гости будут удивляться, как это так, ребенок сам себя может занять. Единственная причина, по которой они могут взбунтоваться, это если вы ругаете их или настаиваете на том, чтобы они сделали то, чего они не хотят. Тогда вот исправить ситуацию можно не силой, а именно любовью и аргументами. И теплое объятие, конечно же, заставит вашего ребенка забыть свое упрямство. Поэтому разговаривайте с ними доброжелательно и логично. Ваши приказы и крики, они не помогут. И если такого ребенка часто принуждать что-то делать против его воли, он может стать молчаливым,
угрюмым и жестоким. Таким деткам также рекомендуется брать уроки музыки с раннего возраста. И им это может нравиться, потому что это искусство им с рождения как бы определенно дано. И их вот музыкальный талант необходимо все-таки вовремя обнаружить, чтобы развивать в нужном направлении. Даже если ребенок не превратит музыку в профессию, все равно это принесет, скажем так, большую пользу для его развития. Но перейдем дальше, как ведут себя родители, у которых Солнце находится в Тельце в гороскопе. Так вот, когда появляются дети, естественный инстинкт у таких родителей — это дать хороший материальный старт в жизни своим детям, чтобы они чувствовали себя в безопасности и чувствовали себя защищенными. И для достижения этой цели многие родители начинают работать сверхурочно, так что в итоге у них не остается много времени на семью и детей, которых они так хотели. И вот получается такая ирония. И проблема может со временем даже усугубиться, особенно когда дети станут подростками, и если не будет достаточно времени для общения с ними, между поколениями, конечно же, образуется огромный разрыв. Это связано с тем, что родители, у которых Солнце в Тельце в гороскопе, склонны оставаться связанными с традициями, привычками и рутинной работой, в то время как молодое поколение ищет новые пути и средства решения вот старых проблем. Да, оптимизация жизни происходит. И очевидно, что тут для родителей важно найти баланс между временем, проведенным на работе, и временем, проведенным дома. Родители с Солнцем в Тельце создают своему чаду на самом деле комфортные условия для жизни и развития, да? Атмосферу надежности и покоя, любви и защищенности. Они учат хорошим манерам, честности, доброте, но в то же время они хотят научить своего ребенка думать через свою рассудительность, свою практичность, прививают любовь, например, к загородным прогулкам, к работе в саду, в огороде, на природе и так далее. И такие родители, конечно же, чаще всего предпочитают классическое старомодное воспитание и выбирают для своих детей традиционные школы, где порядки строгие, но справедливые, наверное, а требования высокие. И они не будут требовать от своего ребенка примерного поведения, но будут всячески поощрять его, когда тот начнет получать хорошие оценки в школе. И они с удовольствием будут проводить время с ребенком, да, всегда готовы выслушать его, помочь там сделать уроки, например. И они не спешат видеть своего ребенка взрослым, предпочитая, скажем так, любить его и заботиться о нем долгие годы. И такие родители с пониманием относятся к эмоциональным запросам своего ребенка, особенно если это касается каких-то материальных вещей, серии там купи iPhone, купи приставку и так далее, да, но покупают, если считают их необходимыми. Когда дело касается еды, то родители с Солнцем в Тельце в гороскопе склонны, конечно же, демонстрировать свои кулинарные таланты, поэтому ребенок прилично может прибавить лишние килограммы. И ребенок будет безумно рад, что его родители не пытаются записать его во всякие спортивные секции одновременно и поощряют любовь к искусству. Обычно такие родители не сильно требуют чего-то от своего ребенка, но он будет расти все-таки в атмосфере тепла и надежности. Далее, как ведут себя люди с Солнцем в Тельце на работе и как они выстраивают свою карьеру. Конечно же, в профессиональной сфере такие люди не лишены амбиций, и многие из них следуют именно методическому плану, в результате чего последовательно продвигаются по своей профессиональной лестнице. Не каждый телец, конечно, миллионер, но в очереди на социальные пособия они как бы тоже не стоят. И вот, как говорится, деньги рано или поздно находят такого человека, у которого Солнце находится в Тельце. Такие люди ценят деньги так же, как ценят свое имущество и свою семью, но они ни в коем случае не скупы. Если вы завоевали их дружбу, то есть их щедрое сердце и кошелек, конечно же, открыты для вас в том числе. Однако следует учитывать, что все-таки таким людям очень важно иметь стабильный доход. Поэтому этот фактор они, конечно же, учитывают при выборе профессии, и часто они очень осторожны, если им предлагают работу, например, за большие деньги, а доход меняется потом со временем. Людям, у которых Солнце находится в Тельце, желательно избегать профессиональной деятельности, в которой доход зависит от процента продаж или связан, например, как-то с движением ценных бумаг на фондовых биржах.
Иногда они попадают и в другую ловушку. Например, соглашаясь на должность, которая им не нравится только потому, что она предлагает более высокий доход. И вот связь между эмоциональной неудовлетворенностью и количеством больничных тоже у нас в нашем мире хорошо известна. Поэтому людям с Солнцем в Тельце следует научиться находить тонкий баланс между приоритетом здоровья над деньгами. В идеале они должны иметь возможность найти работу, которая обеспечит хорошее и эмоциональное удовлетворение, и достаточную финансовую стабильность. Также люди с Солнцем в Тельце обычно обладают сильным интересом и сильной способностью работать именно в финансовой сфере. И зачастую им успешно удается начать развивать малый или средний бизнес, а в других случаях им удается также развивать плодотворный семейный бизнес. И они успешно могут продолжать дело своих отцов. И напоследок давайте мы с вами поговорим про здоровье, потому что Солнце это все-таки у нас про энергетический центр человека, это иммунитет, и, находясь в знаке Тельца, указывает, что таким людям желательно все-таки работать, возможно, на открытом воздухе, ходить босиком, либо находить какие-то другие способы связи с природой и землей. Как правило, такие люди любят вкусную и острую пищу, но им необходимо научиться все-таки умеренности. Обычно они очень красивы, хорошо выглядят, но многие из них долгие часы работают в офисе за компьютером, а затем участвуют в деловых, например, завтраках, бизнес-ланчах и, наконец, балуют себя сытным ужином с бутылкой вина, что определенно не приносит пользу их телу. Физические упражнения и фитнес все-таки должны стать частью повседневной жизни для людей с таким положением в гороскопе. В противном случае они очень легко могут набрать лишние килограммы, которые не только сложно сбросить, но и впоследствии могут привести к проблемам с внутренними органами, к проблемам сердца, сосудов, кровообращения в целом и так далее. И многие молодые люди с Солнцем в Тельце любят игры, они любят спорт, фитнес, особенно силовые тренировки. А для старших же людей можно сказать, что длительные прогулки на свежем воздухе тоже будут очень полезными. А также им будет полезна аэробика, танцы, там, езда на велосипеде и какие-то такие более активные повседневные бытовые занятия. Поэтому, друзья, таким у нас был разбор Солнца в Тельце. А если вы хотите узнать, какие действия вам надо совершать, чтобы направить энергию Солнца в плюс, найти мотивацию, зажечь в себе внутренний огонь и более гармонично проживать это положение, приходите ко мне на интенсив «Узнай секреты своего гороскопа», где вы получите конкретный список действий по своему персональному гороскопу для успешного усиления важных сфер в своей жизни. Вся информация будет по ссылке в описании под видео и здесь где-то на видео. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч!